Когда женщина поняла, что в ее магазине ворует маленькая девочка, она последовала за ней в надежде узнать, куда она идет. Но то, что узнала женщина, разбило ей сердце и заставило плакать. Кимберли Кук владела своим продуктовым магазином много лет. Люди приходили и уходили, покупая все, что им было нужно, и за эти годы она познакомилась со многими из них. Она узнавала почти всех, кто часто посещал ее магазин, и вот однажды что-то привлекло ее внимание. Она переставляла полки, когда увидела в конце коридора маленькую девочку около 6 лет. Кимберли не видела ее раньше, но в течение нескольких дней она приходила каждый день в одно и то же время, забирала остатки еды из мусорного ведра в магазине и убегала. Сначала Кимберли задавалась вопросом, была ли девочка с кем-нибудь, может быть, с матерью или отцом. Но чем больше она смотрела на нее, тем очевиднее становилось, что малышка одна. Как ни странно, маленькая девочка всегда была хорошо одета и не была похожа на человека, которому приходилось доставать еду из контейнера. Вот почему Кимберли решила подойти к ней и спросить, почему она взяла с собой еду. Хозяйка магазина подошла к девочке и улыбнулась ей и сказала: «Здравствуй, меня зовут Кимберли. Я заметила, что ты часто сюда приезжаешь. Как тебя зовут?» Девочка выглядела испуганной, и ее лицо покраснело. Через несколько секунд она смогла заговорить и спросила, можно ли ей взять еду из благотворительного контейнера. Она закончила с большой просьбой, глядя на Кимберли большими, умоляющими глазами. Кимберли улыбнулась, прежде чем сказать: «Конечно, ты можешь, милая». На этом маленькая девочка повернулась и взяла себя в руки, чтобы наполнить свою сумку всевозможными вещами, которые она доставала из благотворительного контейнера. Удивленная, Кимберли нахмурилась, прежде чем задать простой вопрос. «Знаешь, если тебе понадобится помощь, ты можешь попросить ее у меня. Ты пришла сюда одна? Где твои отец и мать?» Девочка, казалось, не слышала ее или, по крайней мере, делала вид, что не слышит. Кимберли ограничилась тем, что наблюдала, как она запихивает продукты в свои сумки. Как только они наполнились, маленькая гостья повернулась к Кимберли и сказала: «Извините, мне нужно идти». Во всей ситуации было что-то очень странное, и именно поэтому Кимберли решила присмотреться к ней повнимательнее. На следующий день эта маленькая девочка снова была в мусорном баке, собирая остатки. Кимберли знала, что пришло время провести еще одно расследование, поэтому она сделала вид, что занята, ожидая, пока девочка закончит сбор остатков еды. Когда малышка повернулась, чтобы уйти, Кимберли тихо попросила своего коллегу присмотреть за магазином, и она молча последовала за девочкой из магазина. Кимберли села в машину и последовала за ней. Она не хотела вызывать подозрений. Девочка бродила по улицам, размахивая сумкой с вещами, которые она только что забрала из магазина. Конечно, ее не сопровождали, хотя никто не обращал внимания на одинокую 6-летнюю девочку, которая шла пешком. Потом она свернула в переулок. Кимберли припарковала машину и вышла из нее, следуя за ней на некотором расстоянии. Она заметила, что девочка, пройдя немного вперед, сделала еще один поворот по более темному и узкому переулку. Все это было очень странно, и Кимберли чувствовала себя обеспокоенной. Это казалось очень неприятным местом. Со своего безопасного расстояния Кимберли видела, как девочка подошла к дому, вернее, к гаражу. Дверь открылась, и Кимберли напряглась, чтобы увидеть, что внутри. Казалось, там был мальчик, который выглядел еще младше девочки, и маленькая собачка, которая выглядела не очень здоровой. Внезапно девочка повернулась и увидела, что Кимберли наблюдает за ними. Женщина побежала к ним, в то время как они пытались закрыть дверь гаража. Кимберли сказала, что она была там не для того, чтобы причинить им вред, и что она просто хотела помочь. Возникла долгая пауза, прежде чем девочка сказала: «Нет, мы не собираемся выходить, не звоните в полицию, уходите». Кимберли издала тихий стон и заверила детей, что не будет звонить в полицию.
Через несколько мгновений дверь снова открылась. На этот раз была только девочка, и больше никого. «Где ребенок и собака?» — спросила Кимберли. Девочка оглянулась через плечо, и слезы хлынули из ее юных невинных глаз. «Пожалуйста, не забирайте их у меня. Я старшая сестра Джейсона. Моя мама сказала мне присмотреть за ним. Меня зовут Стейси. У нас также есть собака. Ее зовут Тимми». Кимберли спросила, почему они были в гараже. У них не было дома, в который можно было бы пойти. Ответ Стейси начал все объяснять. Девочка начала говорить и сказала: «Мама и папа погибли, поэтому мы сбежали из дома и пришли сюда. А потом миссис Грин сказала, что поскольку мама и папа погибли в пожаре, полиция поймает нас и отправит в другое место. Но я этого не хочу. Это произошло 2 недели назад. Мы играли на улице, и произошел пожар. Папу и маму отвезли в больницу, но они так и не вернулись». Теперь у Кимберли были слезы на глазах. Она ужасно переживала за бедных детей и понимала, почему девочка ходила в ее магазин и брала с собой еду. Но Кимберли не могла оставить там детей, поэтому велела им пойти с ней, пообещав забрать их и отвезти собаку к ветеринару. Стейси, казалось, доверяла Кимберли и кивнула. Она согласилась поехать только в том случае, если она не расстанется с Джейсоном и Тимми. Медленно Джейсон вышел из темного угла гаража с собакой на руках. Кимберли отвезла их к себе домой, где ее ожидал потрясенный муж Джон. Мужчина предложил вызвать полицию, но Кимберли сказала ему, что обещала этого не делать. В течение следующих 2 недель она просматривала газеты и местные интернет-группы, чтобы узнать, не искал ли кто-нибудь этих 2 детей и собаку. Но, казалось, никому не было до них дела. Миссис Грин, о которой говорила Стейси, была пожилой соседкой и не могла сама позаботиться о 2 маленьких детях. Кимберли и Джон были в ловушке. Из-за болезни Джона они не могли иметь собственных детей, но, возможно, именно так Вселенная помогла создать им семью. Было ясно, что брат и сестра нуждались в любви и внимании и процветали, пока жили с ними. Месяц спустя Джон и Кимберли решили усыновить их. Они даже приняли выздоравливающего Тимми. Начались формальности, и весь процесс занял довольно много времени, но Джейсон и Стейси в итоге стали их детьми. Хотя их встреча была совсем необычной, пара была рада, что в их жизни появились дети. А что касается Стейси и Джейсона, они были в восторге от того, что у них есть дом и любящие родители, и им больше никогда ничего не понадобится, и им не придется искать еду в мусорных контейнерах. Дорогие зрители, а как бы вы отреагировали, если бы узнали, что маленькая девочка ворует в вашем магазине? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.